Привет, друзья! Сегодня приготовим немецкие бургеры с колбасками. Первым делом нам, конечно же, нужно приготовить сами колбаски. Будем готовить их сами из говяжьего фарша, добавим внутрь сыр, много зелени и специй. У меня здесь 800 грамм говяжьего фарша и примерно 150 грамм сыра. Нужно нарезать его мелким кубиком. Теперь вот такими полосочками и на мелкий кубик. Только представьте, как прикольно будет плавиться сыр внутри колбасок и придаст им необычную текстуру. Теперь мелко порубим зелень. Я буду использовать петрушку. Теперь фарш нужно хорошенько посолить, добавить свежемолотый перец и немного горчицы. Конечно, посолить. И немного горчицы. Подключаем руки и активно перемешиваем фарш, чтобы сыр, зелень и специи равномерно разошлись по говяжьему фаршу. А для того, чтобы фарш получился еще более сочным, нужно добавить в него немного воды, или в нашем случае чуть-чуть пива. Тогда фарш получается пожиже, а колбаски будут сочнее. Посмотрите, какой классный. И теперь берем колбасный шприц и наполняем его. Закручиваем шприц и набиваем оболочку. Я сегодня буду использовать натуральную оболочку, свиную череву калибром 38-40 мм. Предварительно я ее замочил и промыл. Завязываем конец и набиваем. И теперь эти замечательные колбаски нужно превратить в улитки, которые идеально подойдут по форме нашей булки. Берем колбаску, не сильно плотно, сворачиваем ее в улитку. И для того, чтобы во время приготовления она не развернулась, при помощи шпажки прокалываем ее на всю длину. Вот такой вот леденец на палочке. Ну, теперь самое время отправиться к грилю и разжечь уголь. А пока уголь разгорается, подготовим все остальные ингредиенты для наших бургеров. Самое основное, нам нужно подготовить булочки, овощи и сыр. Сегодня готовим на ржаных булочках. Сыр сегодня буду использовать необычный, с вялеными томатами. Ну что, друзья, уголь полностью разгорелся, можем высыпать его в лотки для разделения жара. И закроем крышку с максимально открытыми задвижками, чтобы жар внутри набрался и решетка хорошенько прогрелась. Друзья, ну а прежде чем мы продолжим, хотел порекомендовать вам замечательного человека, а именно Михаила, нашего монтажера. Вы можете к нему обратиться с любыми видами услуг, будь то монтаж кулинарного ролика, влога или любой другой тематики. Мы лично с ним работаем уже практически 2 года, и понимает он меня с полуслова. Поэтому, отрывая от чистого сердца, ссылочку на него оставляю в описании. Обращайтесь, пользуйтесь и наслаждайтесь. Тем более вы можете разгрузить себя и посвятить больше времени для вашего творчества. Открываем крышку. Решетку немного смажу салфеткой с растительным маслом, чтобы к ней ничего не прилипало. И выкладываем наши колбаски для начала по центру, чтобы они хорошо прогрелись.
Заслонки у нас при этом максимально открыты, чтобы жар внутри был достаточно высоким. Вначале дадим им хорошенько пропечься, после этого на прямом жару придадим им аппетитную корочку. Колбаски подпеклись, давайте откроем, посмотрим, что с ними происходит. Смотрите, какие красивые. Подождем, чтобы рисунок появился с другой стороны, и можно будет выкладывать на них сыр. Красотки. И теперь на каждую улитку выкладываем сыр, чтобы он хорошенько подрасплавился. Супер. Снимаем их с огня, как раз немножко отдохнут, чтобы внутри сок перераспределился. А мы пока подсушим булочки и приступим к сборке бургера. На нижнюю булочку немного салата и колбаску. Пару ломтиков свежего помидора и немного сладкой горчицы на верхнюю булку. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. За вас. Понимаю, что это незаконно, но давайте посмотрим на разрез. Открываем рот пошире и пробуем.